Всем привет, с вами снова Евгений. Сегодня мы погрузимся в тему криптовалютного арбитража в контексте алгоритмической торговли. Речь пойдет не просто о заработке на разнице цен, а о создании полноценной системы, которая способна работать за вас круглосуточно. Разберем, что такое арбитраж, какие есть стратегии, как построить надежного торгового бота и, главное, как защитить капитал от рисков. Начнем. Арбитраж – это извлечение прибыли из разницы цен одного актива на разных биржах или даже в разных торговых парах одной площадки. Например, на Binance биткоин стоит $100 000, а на Kraken 100 200. Покупаете дешевле, продаете дороже и фиксируете прибыль. Звучит просто, но на практике все куда сложнее. Главная проблема в том, что такие возможности живут доли секунды, а иногда и миллисекунды. Человек не успеет даже открыть два сайта и сравнить цены, поэтому нужен автоматизированный подход. Алгоритмы способны действовать моментально. Какие виды арбитража бывают? Самый понятный – это межбиржевой арбитраж. Находите разницу цен, например, в паре BTC и USDT на Binance, Kraken, покупаете там, где дешевле, и переводите актив, и продаете дороже. Минус в том, что перевод между биржами занимает время, и цена может измениться. Второй вид – это внутрибиржевой или триангулярный арбитраж. Все происходит внутри одной биржи. Вы начинаете, например, с USDT, покупаете BTC, затем BTC меняете на ETH, а ETH обратно на USDT. Если все просчитано верно, то вы в плюсе. Есть еще статистический арбитраж, который опирается на корреляцию активов и математические модели, и латентный арбитраж, где вы играете на скорости обработки данных биржами. Теперь о подвохах. Первый – комиссия. Каждая биржа берет процент за сделку ввод или вывод. Если разница в цене, например, 0,2%, а комиссия 0,3%, то вы уже в минусе. Второй – задержки. Сеть блокчейна может быть перегружена, перевод затянется и цена уйдет. Третий – ликвидность. Если на бирже мало покупателей, вы не сможете продать актив по нужной вам цене. Как это решают алгоритмы? Все начинается с данных. Бот подключается к API бирж, собирает котировки в реальном времени, анализирует их, учитывая комиссии, задержки и ликвидность. Но перед запуском бота в реальную торговую стратегию его нужно протестировать. Сначала на исторических данных, потом в paper trading. Это как симулятор, где вы торгуете виртуальными деньгами, но при этом с реальными котировками. Теперь о рисках. Арбитраж не панацея. На споте можно застрять с активом, который просел в цене. Например, купили биткоин за 100 тысяч, а рынок обвалился на 10%. Вы в убытке. На фьючерсах есть риск ликвидации, если цена резко пошла не туда. Плюс операционные риски – это сбои API, ошибка в коде, проблемы с интернетом и еще один важный риск – это блокировка IP-адреса. Если вы слишком часто запрашиваете данные у биржи, она может посчитать это подозрительным и заблокировать ваш IP-адрес. Как защитить капитал? Риск-менеджмент – ваше все. Не держите все средства на одной бирже. Ограничивайте объем сделки, например, до 5% депозита, и всегда держите резерв на случай форс-мажора. Следите за ликвидностью, задержками и состоянием API. Хороший бот сам предупреждает о проблемах, например, через уведомления в Telegram. Арбитраж – это не набор случайных сделок, а отлаженная система. Побеждает тот, кто построил механизм, способный стабильно находить возможности и при этом минимизировать потери. Сегодня мы пошагово разберем, как создать такую систему. Теперь заглянем под капот торгового бота. Если вы думаете, что достаточно написать скрипт, который сравнивает цены и торгует, вас ждет сюрприз. Это не рабочее решение для арбитража. Здесь сделки могут длиться миллисекунды. Ваш бот должен быть молниеносным, но при этом не попасть под бан биржи за слишком частые запросы. Как это сделать? Нужна продуманная архитектура, где каждый модуль работает как часть слаженного механизма. Первый модуль – это сбор данных. Его задача – получать котировки и ордербуки с бирж в реальном времени. Но 1000 запросов в секунду через REST API – это прямой путь блокировки IP-адреса. Решение – использовать WebSocket. Это как открытая линия связи с биржей. Вы подключаетесь один раз и получаете поток цен без отдельных запросов. Например, Binance и Kraken дают WebSocket каналы для пар вроде BTC и USDT. Вот пример кода на Go, который подключается к WebSocket Binance, собирает цены и передает их дальше. Он минимизирует запросы и работает быстрее, чем REST. Далее данные идут в очередь задач. RabbitMQ или Kafka – это буфер, который хранит котировки, пока модуль анализа не готов их обработать. Без очереди вы рискуете потерять данные при высокой нагрузке. Также желательно использовать Redis для кэширования. Тут я немного поясню. Kafka или RabbitMQ – это система передачи данных между модулями бота. Вместо того, чтобы модуль сбора данных напрямую отдавал котировки модулю анализа и ждать, пока тот освободится, он отправляет их в очередь. Kafka ориентирована на потоковую обработку.
больших объемов данных с высокой скоростью. RabbitMQ – классическая система обмена сообщениями, надежно гарантирует доставку каждого сообщения. Модули работают независимо. Сбор данных, анализ, исполнение ордеров. Можно обрабатывать разные задачи параллельно и нет потерь данных при перегрузках. Redis – это сверхбыстрая база данных в оперативной памяти. Используется для хранения часто используемых данных, которые редко меняются. Например, текущие комиссии, параметры лимитов API, последний курс валют. Доступ к Redis в десятки и сотни раз быстрее, чем к обычной базе данных вроде PostgreSQL. Это снижает количество запросов к API бирж, то есть снижается риск бана. Уменьшает задержки, данные подтягиваются мгновенно и разгружается основная база. Если сказать простыми словами, то Kafka RabbitMQ это конвейер для данных, а Redis это сверхбыстрый склад. Вместе они позволяют боту не захлебнуться в потоке котировок и работать без боя. Возвращаемся к архитектуре. Модуль анализа – это мозг системы. Он сравнивает цены, учитывает комиссии, ликвидность, задержки и генерирует сигнал. Покупай, например, на OKX, продавай на Binance. Этот сигнал идет в модуль исполнения, который выставляет ордера через API и следит за их выполнением. Если цена ушла, он отменяет ордер, чтобы не уйти в минус. Все записывается в базу данных, например, PostgreSQL, для отчетности и анализа. Аналитический модуль следит за системой, считает профит, выявляет сбои, предупреждает, если API не отвечает или вы близки к лимиту запросов. Такая архитектура дает 3 плюса. Это отказоустойчивость, так как модули работают независимо, масштабируемость, вы добавляете биржи, просто увеличивая мощность, и гибкость. Обновляете один модуль, не трогая остальное. Это основа для высокоскоростного бота, который не забанят. Итак, архитектура готова, но на чем писать бота? В арбитраже скорость решает все, и выбор языка – это баланс между удобством и производительностью. Два главных игрока – это Python и Go. Python идеален для прототипов. У него богатая экосистема, WCXT подключается к десяткам бирж, Pandas и NumPy помогают с анализом, Matplotlib с визуализацией, библиотеки вроде Python Binance или Kraken X учитывают лимиты API и снижают риск блокировки, код читаемый, отладка быстрая, прототип можно собрать за пару дней. Например, вот пример кода на Python для сравнения цен с Binance, Kraken и OKX. Мы добавили обработку большого количества пар, паузы для лимитов, базовую обработку ошибок 429, это Too Many Requests, и расчет потенциальной прибыли с учетом комиссий. Предполагаем комиссию 0,1% на сделку. Это базовый модуль сбора данных, который можно интегрировать в вашу систему. Этот код теперь включает обработку ошибки 429 с паузой и рекурсивной попыткой, расчет чистой прибыли после комиссии 0,1% на сторону и увеличенную паузу между запросами. Но Python медленный. Если вам нужно обрабатывать тысячи котировок в секунду, он упрется в Global Interpreter Log и начнет тормозить. Что касается Go, он компилируется в бинарник, а Go-рутины позволяют обрабатывать данные с нескольких бирж одновременно без задержек. Например, наш WebSocket код из прошлого блока на Go может собирать цены с Binance в реальном времени, не спамя запросами. Go идеален для высоконагруженных модулей, вроде сбора данных или исполнения ордеров, но есть, конечно же, и минус. Меньше библиотек для трейдинга и писать придется гораздо больше. Так как не попасть под бан при такой скорости? Используйте Go для WebSocket потоков, это минимизирует запросы. Настройте адаптивное управление, бот должен отслеживать лимиты API, например, 1200 запросов в минуту на Binance, и делать паузы, если близок к превышению. Например, библиотека Binance Connector Go автоматически обрабатывает ошибки 429. Плюс кэшируйте данные в Redis, чтобы не запрашивать одно и то же. Мой совет – стартуйте с Python для прототипов и анализа. Если стратегия работает, но требует скорости, перепишите модули сбора и исполнения на Go. Комбинируйте. Python для анализа, Go для боевого кода, так вы получите и удобство, и производительность без риска бана. Если вы запустите наш код на Go и посмотрите в консоль, может показаться, что обновление цен приходит примерно раз в секунду, но на самом деле это не значит, что на бирже в этот момент нет других колебаний. Дело в том, что поток тикер, на который мы подписаны, по документации Binance не передает каждое микроизменение цены. Он шлет агрегированные обновления примерно раз в секунду для каждой пары, даже если внутри этого промежутка цена менялась десятки раз. Если вы хотите видеть каждую сделку, нужно использовать другие каналы, например, Trade.
для полного потока сделок или буктикер для мгновенных изменений лучшей цены в стакане. Еще один момент – вывод в консоль. Операции FMT Print-F не быстрая, и если данные приходит очень много, сам процесс печати может стать узким местом, из-за чего кажется, что обновлений меньше, чем есть на самом деле. Поэтому реальная частота поступления данных может быть в разы выше, чем то, что вы видите глазами в терминале. Так вот, у нас есть стратегия, архитектура, язык. Допустим, что вы использовали тот код, что скачали у меня в телеграм-канале, или же, может, не использовали его, доработали своего бота и готовы его запустить. Но не торопитесь ставить весь депозит. Автоматизация – это про систему, которая сама принимает решения, управляет капиталом и адаптируется к рынку. Первый шаг – это тестирование на исторических данных. Берете котировки за прошлые месяцы, например, с CoinGecko или API бирж, прогоняете через стратегию и смотрите, какие сделки она бы сделала, какой был профит, где ушла в минус. Это как симулятор для проверки идей. Второй шаг – Paper Trading. Ваш бот торгует в реальном времени, но с виртуальными деньгами. Это проверяет, как он справляется с задержками, сбоями API или резкими скачками цен, как в 2022 году, когда рынок крипты был на американских горках. И только потом продакшн с минимальными объемами, например, 1% от депозита. Следите за каждой сделкой, проверяйте логи, анализируйте ошибки. И если все работает, то увеличивайте объемы. Важно помнить, автоматизация – это не поставил и забыл. Рынки меняются, новые комиссии, пары, ликвидность. Ваш бот должен адаптироваться, например, пересчитывать профитность, если Binance повысит комиссии. Плюс мониторинг, настройте уведомления в Telegram, если API упал или баланс уменьшился. И следите за лимитами API. Хороший бот сам регулирует частоту запросов, чтобы не получить бан. Успех в арбитраже – это дисциплина. Доверяйте системе, но всегда держите руку на пульсе. Все дополнительные материалы и код вы найдете в моем Telegram, ссылка в описании. Обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить новые разборы и апгрейды. А мы увидимся уже в следующем видео.